Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Акигей, и в этом видео мы с вами продолжим тему потенциала движения цены, которую начали в прошлом видео по обучению трейдингу. Мы рассмотрим конкретные паттерны, конкретные закономерности, увидев которые, вы сможете примерно сказать, куда цена пойдет. И не стоит недооценивать тему потенциала движения цены, поскольку эта тема влияет на ваши навыки анализа, эта тема влияет на ваше управление рисками. То есть, узнав цель цены, вы сможете подсчитать свои риски заранее. И поэтому рекомендую смотреть это видео от начала и до самого конца. И, конечно же, если это видео будет для вас полезным, то поставьте этому видео лайк и напишите в конце ваше мнение, какую-либо вашу обратную связь, поддержку и так далее. Меня очень сильно мотивируют ваши комментарии. Я их абсолютно все читаю. И, друзья, прошлое видео об объявлении проекта набрало просто колоссальное количество лайков и комментариев за очень короткий промежуток времени. Вы меня просто шокировали своей активностью, и я очень вам за это благодарен. Я постараюсь вас не подвести, я постараюсь сделать так, чтобы этот проект был максимально для вас полезным. В данный момент уже начинаются там первые уроки, которые я публикую. Более 1000 участников набралось, и не обижайтесь, если я долго отвечаю, потому что желающих очень много, уже более 1000 запросов в Telegram есть, и просто физически я не успеваю обрабатывать все запросы. Поэтому ждите своей очереди, я всем отвечаю в порядке очереди, никого не обделю. И контент никуда не денется, вы сможете его зайти и посмотреть. Там все будет в канале. Итак, как я уже сказал, мы рассмотрим потенциал движения цены на примере конкретных закономерностей, на примере конкретных паттернов. Разберем первый паттерн, которым я пользуюсь, это моя стратегия со скоплением. Импульс, скопление, импульс, плюс уровень Фибоначчи, получаем точку входа и потенциал. Давайте мы разберем это на примере валютной паре евро-польский злотый. Это, друзья, не пост-анализ, я вам покажу все, покажу, как я анализировал, покажу свою отработку этой ситуации и так далее. И плюс ко всему у меня есть плейлист торговли в реальном времени, то есть всю теоретическую часть, о которой я говорю, я использую в своей торговле. Итак, что мы здесь видим? Это дневной таймфрейм. Вот наша закономерность, импульс, скопление, импульс. И указывает она на коррекцию. Давайте для начала разберем полный анализ валютной пары, то, как я это анализировал. Во-первых, я нашел трендовую линию поддержки, которая указывает на повышение. Это первый фактор для захода вверх. Для подтверждения сигнала нам нужно как минимум 3 фактора. Второй фактор – это область поддержки. Давайте я ее нарисую. Выделю я ее зеленым цветом, чтобы было более понятно, что это область поддержки. И вот она. Обратите внимание, как цена реагировала на эту область. То есть эта область служила как областью поддержки, так и областью сопротивления. И она достаточно уверенная. Получаем мы совмещение трендовой линии поддержки и области поддержки, что дает нам уверенность в сигнале. Плюс ко всему, данная закономерность импульс, скопление, импульс указывает на коррекцию, на повышение и как найти здесь точку входа. Если кто не смотрел стратегию, опять же я оставлю в подсказках видео с этой стратегией. Что нам нужно сделать? Мы берем уровень Фибоначчи, коррекция по Фибоначчи, и протягиваем коррекцию Фибоначчи от конца до начала импульса. А получаем мы нашу точку входа на значимом уровне Фибоначчи 1.618. То есть мы получаем 3 фактора для захода: область поддержки, трендовая линия поддержки и уровни Фибоначчи. То есть закономерность наша, указывающая на коррекцию, плюс уровень Фибоначчи. Теперь мы разберемся с потенциалом движения цены. То есть направление мы знаем. Докуда же цена пойдет? Именно это и есть потенциал движения цены. Это цель цены. Итак, все это я стираю и рисую. Как правило, цена доходит в область от середины скопления до каких-то его ближайших минимумов. То есть примерно, даже я немножко растяну, вот до сюда цена доходит. То есть в этой области мы с вами фиксируем прибыль. Мы с вами ставим take-профиты и так далее. Если вдруг цена не дойдет до вашего take-профита и начнет реакцию немножко раньше, то вы можете закрыть позицию вручную. Тем самым мы узнали цель цены, мы узнали потенциал движения цены и можем на основе этого высчитывать наши риски, планировать нашу прибыль и наши убытки. Поэтому, если увидите данную закономерность и сделаете все правильно, то смело рассчитывайте take-профит на уровне скопления. Давайте я покажу это на примере других формаций. Вот тот же самый график, дневной таймфрейм, вот первый пример. Далее, вот второй пример. Опять же, импульс, скопление, импульс и движение до скопления. Вот еще один пример.
импульс, скопление, импульс и движение до скопления. Я уже неоднократно показывал отработку этих ситуаций прямо в реальном времени. У меня уже просто сотни сделок по данной стратегии. И давайте я покажу уже не постфактум, уже анализ данной ситуации в конкретном времени. Смотрите, это тот самый проект по трейдингу. Вот, торговая идея евро, польский злотый. Обратите внимание на скриншот. То есть это у нас 12 апреля. Сейчас у нас 20 апреля. Вот скриншот моего анализа, который я сейчас вам предоставил, да, на этом графике. И сам анализ. То есть таймфрейм D1, находим закономерность импульс, скопление, импульс, который указывает на коррекцию. Благодаря уровню Фибоначчи находим примерную точку входа. И пишу потенциал движения цены до скопления сверху. То есть всю теоретическую часть, которую я говорю, я использую на практике. Я ее уже проверил, и вы можете этим пользоваться, чтобы дополнять ваши торговые системы. Это не просто прочитанная книжка и пересказ, это именно практика торговли, это мой опыт. И, естественно, торговая идея у нас успешно реализована. Итак, потенциал движения цены у первого паттерна, у первой закономерности мы с вами изучили. Переходим к следующей. И вот тот самый пример на торговой платформе. Вот, валютная пара евро, польский злотый, 3 позиции я открыл, а первые 2 зашли в минус. Цена совершила импульс на понижение и меня выбила по стоп-лоссам. Потерял я здесь $20, потом заключил еще одну позицию. Поймал тот самый импульс, который я ждал, и получил с этой позиции $50, тем самым отбив свой убыток и получив прибыль. Вот так я эту позицию отработал на Форекс. Итак, потенциал движения цены у первой закономерности, у первого паттерна мы изучили. Переходим к следующему. Естественно, друзья, вы должны понимать, что все, о чем я здесь говорю, это технический анализ, это свечной анализ. Работает это абсолютно везде. Абсолютно везде. На любых графиках цены. Ну а вы должны понимать, что у всех активов есть свои особенности. Свои определенные периоды рынка, рынок цикличен, и в какой-то момент это может отработать, в какой-то нет, и так далее. То есть вы должны все это учитывать. Итак, разберем теперь похожую формацию бычий флаг. Бычьи и медвежьи флаги. Что это такое? То есть цена совершает импульс вверх, потом происходит коррекционное движение, такой нисходящий канал, коррекция вниз, и мы видим, что это похоже на флаг. Именно поэтому это называется флагом. После чего происходит выход из этого диапазона и дальнейшее движение вверх. Обратите внимание, что формации похожи, но флаг от той формации отличается углом наклона. То есть там скопление горизонтальное, здесь скопление находится под наклоном. И смысл в том, что во флаге мы заходим на пробитие этого диапазона. То есть, давайте нарисую, в данном месте мы заходим, а при той закономерности мы заходим уже по факту пробития на коррекцию. Вот чем они отличаются. Мы это делаем, поскольку конкретного потенциала у флага после импульса нет. То есть это и есть потенциал флага, вот это вот импульс. То есть нет конкретного потенциала на коррекцию, мы только знаем, что здесь произойдет какая-либо реакция. И объясняю почему. Потенциал у флага высчитывается с помощью древка. Древко флага это первоначальный импульс. Вот он. Это древко флага. Чтобы высчитать потенциал, надо это древко прибавить к скоплению. То есть вот у нас идет коррекционное движение. Мы прибавляем это древко, то есть суммируем вот таким вот образом. И получаем потенциал. То есть древко равно потенциал. Давайте покажу, как это можно сделать на примере. Берем на TradingView линейку, меряем расстояние примерно, да, 170 пунктов. Прибавляем это расстояние к скоплению и получаем потенциал движения цены. И мы видим, что цена дошла до этого места, и потом произошла реакция. Очень надеюсь, что вам это понятно. Также, естественно, это у нас бычий флаг. И есть еще медвежий флаг. Это у нас импульс вниз, коррекционное движение вверх и такой же импульс вниз. Как это можно отработать? Как это можно взять на вооружение? Кстати, эту ситуацию я также достаточно давно отрабатывал. Смотрите, допустим, видим мы формацию флага, вот эту вот. Импульса у нас еще нет. Далее мы проводим трендовую линию сопротивления. Видим подобную формацию, подобный свечной паттерн, то есть цена у нас вышла за пределы этой трендовой линии. Это у нас уже намек на пробитие. Потом мы меряем линейкой, да, древко флага, вот это вот место, и присоединяем это место к скоплению.
вот таким вот образом. И получаем, что цена у нас, если мы зайдем в данном месте, должна дойти до этого места. И take profit мы можем поставить именно в этом месте. Тем самым, опять же, рассчитав наши риски, рассчитав нашу прибыль и наши убытки. Вот таким вот образом это делается. Плюс ко всему, друзья, на этом графике, на той картине, которую вы сейчас видите, присутствует сразу несколько закономерностей, которые я знаю, которые обозначают конкретный потенциал движения цены. То есть бычьи и медвежьи флаги мы с вами разобрали. Это вторая закономерность, о которой я говорю в этом видео. И как только вы ее увидите, вы сможете смело рассчитать потенциал движения цены, примерно подсчитать свои риски. Переходим к третьей закономерности. Данную закономерность я подметил с канала Антона Кривцова. Но, естественно, я неоднократно в течение нескольких лет проверял эту закономерность на своей торговле. Что она обозначает? То есть мы проводим трендовую линию, видим, что тренд у нас нисходящий, присутствует трендовая линия сопротивления, которую мы провели. И здесь, как я уже сказал, совмещение двух закономерностей. Смотрите, на этой трендовой линии у нас образовался тот самый бычий флаг. И бычий флаг, по сути, ознаменовал пробитие трендовой линии. А это значит, что мы могли не только закрыть позицию здесь, но и оставить держать позицию на большее время, поскольку тренд у нас сменяется. Именно поэтому важно учитывать общую картину рынка, чтобы не упустить вот такие вот моменты. Теперь, друзья, мы знаем, что потенциал у бычьего флага равен древку флага, который находится у нас в этом месте. Здесь находится наш потенциал, но при пробое трендовой линии есть также свой потенциал. Цена, как правило, идет до предыдущего экстремума, то есть до предыдущего конкретного отскока цены от этой трендовой линии. Что я имею в виду? Вот у нас был очень хороший отскок от трендовой линии сопротивления. И данное место будет служить потенциалом движения цены при пробое этой самой трендовой линии. Здесь у нас пробитие, цена идет до предыдущего экстремума, и потом происходит какая-либо реакция, коррекционное движение, затухание, консолидация и тому подобное. И учитывая то, что мы здесь нашли сразу две закономерности, то мы могли открыть несколько позиций, take profit первой позиции поставить в этом месте, а вторую позицию оставить на долгий срок, чтобы она держалась, и чтобы мы отработали, если это возможно, движение вверх при смене тренда. Вот таким вот образом, друзья, на рынке все очень интересно комбинируется между собой, и важно подмечать многие детали, важно знать потенциал движения цены, чтобы рассчитать правильно свои риски, рассчитать прибыль и убытки, и чтобы не упустить какие-либо очень прибыльные моменты. Итак, три закономерности, три потенциала движения цены мы с вами разобрали. Я думаю, стоит на этом видео закончить, чтобы оно не получилось слишком длинным. И потом мы можем, если что, эту тему дальше продолжить. Если вам интересна эта тема, обязательно поставьте этому видео лайк и напишите в комментариях, что вам интересно. Напишите вашу обратную связь, ваше мнение, вашу поддержку, все что угодно. Мне очень-очень важна ваша активность, и она меня просто безумно вдохновляет. Абсолютно все комментарии я читаю. Друзья, на этом видео подходит к концу. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Чтобы вступить в проект по трейдингу, вы должны подписаться на Telegram и там найти информацию. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.